Мы едем на полигон. Приветствую вас на канале Молот Оружия. В этом видео я расскажу о вариациях исполнения карабина ВПО-148 калибра 5,45. Эта модель появилась в продаже в 2016 году и сегодня выпускается в 11 вариантах исполнения с учетом разных длин стволов. Давайте разберемся с вариантами исполнений. Базовых моделей ВПО-148 всего 3. Две из них отличаются друг от друга вариантом исполнения приклада. Модели с индексом ВПО-148.00 по ВПО-148.04 имеют рамочный приклад, а модели с индексом ВПО-148.05 по 0.9 имеют телескопический приклад по типу АР. Эти модели выпускаются с длинами стволов 350, 420, 520, 550 и 590 мм. Третья базовая модель имеет индекс ВПО 148-10 и выпускается в одном исполнении. Максимально аутентичен РПК-74М. К нему мы вернемся чуть позже. Мы уже делали обзор на ВПО 148-00 с длиной ствола 350 мм. Видео можно найти на нашем канале. Но для тех, кто не смотрел, я вкратце расскажу о технических характеристиках. В карабине используется ствольная коробка ручного пулемета Калашникова с усиленным вкладышем ствольной коробки, что позволяет использовать толстостенный ствол и делает крепление ствола со ствольной коробкой очень жестким. А это положительно сказывается на живучести ствола, ствольной коробки и кучности стрельбы. Канал ствола имеет 4 правосторонних нареза с шагом 190 мм. Дульный срез оснащен левосторонней резьбой 14:1 и съемным ДТК, уменьшающим подброс ствола при стрельбе. Ствол, газовая камера и шток поршня хромированы. Запирание канала ствола производится поворотом затвора на 2 боевых упора. Ударно-спусковой механизм в карабине имеет третью ось с рычагом автоспуска, отвечающим за безопасность выстрела. Затворная рама, приходя в переднее положение, воздействует на рычаг автоспуска, а он шепталом ставит на боевой взвод курок, исключая спуск курка при незапертом канале ствола. Для надежной подачи патронов в патронник имеется направляющая, проще говоря, сухарь. Питание карабина осуществляется из армейских магазинов АК РПК под патрон 5,45 на 39. Карабин оснащен боковой планкой для крепления кронштейна оптического прицела. Приклад складывается как в левую сторону, так и в правую, что позволяет не демонтировать оптический прицел, установленный на боковой планке. Должен заметить, что исполнение с многопозиционным прикладом АР имеет небольшой люфт самого приклада. Это не столь критично, но является минусом всех бюджетных прикладов АР. Если вас это смущает, то приклад можно заменить на более дорогостоящий, например, от компании Magpul. Открытое прицельное приспособление позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до 300 метров. Отдельного внимания заслуживает ВПО-148 исполнение 10. Внешний карабин сильно выделяется из линейки ВПО-148, но внутренние конструктивные особенности имеют такие же. Это относится к ствольной коробке, стволу и ударно-спусковому механизму. Карабин аутентичен РПК-74М, выпускается с длиной ствола 590 мм. Ствол оснащен складывающимися сошками и щелевым пламегасителем. Имеется направляющий для крепления шомпола. Приклад выполнен из высокопрочного полимера, складывается влево и фиксируется кнопочной защелкой. Прицельная планка имеет разметку на дистанцию до 1000 метров. Карабин комплектуется 45-местным магазином с ограничителем на 10 патронов. В линейке ВПО-148 постарались исполнить многочисленные пожелания стрелков от самого компактного карабина с рамочным прикладом или телескопическим прикладом до карабина аутентичному пулемету Калашникова. Спасибо, что посмотрели это видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео.
или на официальном форуме завода «Молот». Мы обязательно на них ответим. С вами был канал «Молот Оружие». До встречи!